Приветствую, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня урок будет происходить в заброшенном ресторане. Тут прям как знали, подготовили для меня и стульчик, и стол. Вид будет, соответственно, на морешко и пляж. Ну что, поехали? Сегодня я хотел бы затронуть несколько тем, которые в совокупности дадут нам выражение, которое вы можете использовать, чтобы сказать, что где-то что-то есть или где-то чего-то нет, и спросить об этом. Но обо всем, как говорится, по порядку. Начать я хотел бы издалека, существительных. В английском языке они делятся на исчисляемые и неисчисляемые. Исчисляемые – это то, что можно посчитать. One hand, two hands, одна рука, две руки. А неисчисляемые – это то, что посчитать нереально. Например, песок на пляже. Вы же не будете считать каждую крупинку. Соответственно, это неисчисляемое. Также к ним относятся существительные, обозначающие еду, например, cheese, сыр, или pepper, перец. Жидкости, water, вода, milk, молоко. И какие-то материалы, стройматериалы, например, wood, древесина. Так вот, к чему вообще это все? А к тому, что Так вот, к чему это все? А к тому, что есть прилагательные, которые используются либо только с исчисляемыми, либо только с неисчисляемыми. Но есть и такие, которые можно использовать и там, и там. С них мы и начнем. Давайте вспомним тему предыдущего занятия I have. У меня что-то там есть. И переведем в простое предложение. У меня есть несколько апельсинов. На английском это будет звучать как I have some oranges. Some в данном случае несколько, какое-то количество. What do you have there? I have some oranges. Апельсины – это нечто, что можно посчитать, соответственно, это исчисляемое существительное. Но что, если мы хотим сказать о чем-то, о какой-то субстанции, например, рис? Изменится ли при этом предложение? Нисколько. Так и будет. I have some rice. У меня есть какое-то количество риса, немного риса. Таким образом, some используется в утвердительных предложениях с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Это нам понадобится в будущем. А если мы хотим сказать, что у нас чего-то много, притом это может быть что-то неисчисляемое, например, мороженое, или исчисляемое футболки, мы используем конструкцию lots of. I have, у меня есть lots of, много, t-shirts, футболок, или ice cream, мороженого. Oh, I know lots of things. Но что, если мы задаем вопрос? Тут в дело вступает местоимение any. Do you have any potatoes? У тебя картошка есть? Do you have any butter? А масло? Hey, bum bum bum, got any grapes? И, конечно же, куда мы без отрицаний? Тут нас спасает одно короткое местоимение no. I have no cars. Нет у меня машин. I have no time. У меня нет времени на это. I have no time for this. I got bronchitis. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Есть и другие местоимения, но я сейчас не хочу углубляться. Перейдем к той конструкции, которую я подводил все это время. Так вот, в русском языке для того, чтобы сказать, что где-то что-то находится, мы используем глагол «есть», либо просто вообще опускаем его. Например, во дворе трава, на траве дрова. Нет глагола. И суть в том, что я заметил, что люди, для которых английский не родной, не только русские, при переводе подобных фраз выдают такие вещи, которые лучше не озвучивать, потому что они банально не знают о той конструкции, о которой я сейчас расскажу. Так вот, чтобы сказать, например,
В моей кухне есть холодильник. Нужно использовать конструкцию there is. There is. Сокращенно there's с апострофом. И выглядит это будет так. There is a fridge in my kitchen. Предмет 1, холодильник. Соответственно, артикль a и глагол to be становится is по той же самой причине. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. А что, если мы говорим о какой-то субстанции, например, о масле? Тут вместо артикля нужно будет использовать местоимение, о котором я говорил в начале занятия. Например, на столе немного масла. There's some oil on a table. But there's some good in this world, Mr. Fertile. Если масла много, заменяйте some на lots of. There's lots of oil on the table. Если же каких-то вещей или людей несколько, их можно посчитать, мы используем конструкцию there are. Сокращенной формы тут нет. There are two children in a living room. В гостиной двое детей. При переводе вот это все there are, there is просто отбрасывается. Getting out of hand. Now there are two of them. Если где-то чего-то много и вам лень считать, вы так и можете сказать много. Например, с теми же детьми. There are lots of kids in the park. В парке полным-полно детей. Если этих детей не так уж много, но вам все равно лень считать, вы можете сказать несколько. There are some kids in a park. Ветер, ветер, слышно ли ветер? Также с этой конструкцией можно задать вопрос. Допустим, собираетесь вы за покупками и спрашиваете, остался ли у нас чай? Как это спросить? Is there any tea? Как вы заметили, в вопросе использовалась частичка. Как вы заметили, в вопросе использовалась any. Вопрос о чем-то во множественном числе будет содержать вспомогательный глагол are. Например, меня спрашивают, а есть ли у вас в джунглях дикие звери? Тигры, крокодилы и прочие гориллы. Are there any tigers in the jungles? He's Squidward, you're Squidward, I'm Squidward! Are there any other Squidwards I should know about? Meow. I'm out of here. К сожалению, всех диких зверей переловили, даже макак в лесу нет. И ответить я вынужден отрицательно. No, there aren't any. Либо, если вам привычнее использовать no в отрицании, то вы можете сформулировать это так. There are no tigers in the jungles. Тут, как говорится, какая форма отрицания легче сходит с языка, то и пользуйтесь. Либо any, либо no. Дам вам еще пару примеров, чтобы это стало понятнее. По-русски предложение выглядит так. В холодильнике нет пива. По-английски there's no beer in the fridge. Либо there isn't any beer in the fridge. Мне привычнее первый вариант. Как вам говорить, решать только вам. There isn't any God, and when you die you're just dead. And heaven's just a fairy tale to put you to bed. Sometimes I think about the chance that I'm wrong, and then I close my eyes and just remember this song. Перейдем к финальной части урока. До этого я объяснял местоимения, которые используются как с неисчисляемыми, так и с исчисляемыми существительными. Но теперь я расскажу вам о тех, которые могут использоваться только с одними или же с другими. Это у нас much и many. Much с неисчисляемыми, many с исчисляемыми. Используются они в основном в вопросах и отрицаниях.
Давайте покажу на примере. В моей семье не так много людей. There aren't many people in my family. There are not many options for short people. People – это множественное число исчисляемого существительного, соответственно, с ним было many. А что же делать, если мы говорим о чем-то неисчисляемом? Конструкция будет содержать much. There isn't much time left. Осталось не так много времени. Поторопись. There isn't much time. No, there isn't. In fact, there's no time at all. Как я говорил до этого, many и much используются не только для отрицания, но и для построения вопросов. Давайте попробуем перевести такой вопрос. Как много креветок тебе нужно съесть? Если что, это слова из песни. How many shrimps do you have to eat? How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Фух, я думаю, на этом урок можно завершать. Если я помог вам в чем-то разобраться, с вас лайк. Пока я снимал, уже начался закат. Так что пора ехать. До встречи на следующем занятии.